Как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Между гор и скал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, ну ведомый, не зевай. Эй, внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фабы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как с Аврасова грачи прилетели. Выручаем, с огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает, ну разведка не молчит. Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не я 200-й груз. Нахрена пошел я в Качу, вот Ульяновск. Все иначе был бы дом, машина, да. Привет всем в ДКС снова. Да, в эфире ДКС, полеты на Су-25, грач и на СМ-ке. Начну с грача, опять разомнусь. Там может Эдуард подтянется, попробуем задание сделать. Также маленько обдумал, как выполнить миссию сирийскую, которую создавал. Можно, кстати, на граче ее выполнить. До нее дойдем, когда объясню. Поехали, разомнемся. Так, пойдем в редактор, зайдем. Тут сразу сейчас кое-что поменяю, наверное. Хотя нет, ладно. Не буду ничего менять. Ладно. Да, думаю, может попробовать миссию запустить, которая с картой Сирия. Что там интересно за миссии, как они вот создают миссии с грачом в Сирии. Тоже вот интересный момент. Ну, на этом самолете вроде уже все такое основное снаряжение мы испробовали. Уже как бы особо. Так, закрепляем точность. Да, он против наземки он хорош, но что касается ПВО, конечно, с этим сложно. Это надо очень либо знать, где эти ПВО находятся, либо не суваться тогда туда совсем. Потому что под удар вообще попадаешь легко. Вот мы, говорю, предыдущий стрим, вот мы отправлялись выполнять боевой вылет на грачах. Задание пробовали сделать. Там по нам и зенитки сумели набить, и ПЗРК. В общем, не так все просто. Так, ну ладно, давай разомнемся.
Все, понемногу себе взял. Можно, кстати, так вот сделать. Для веса. Топливные баки, анары сюда разместить. Ух ты. У меня, кстати, камуфляж совпадает, как на картинке. Точно такой же. В общем, для этого самолета надо создавать специальные миссии. Все подряд на нем выполнить не получится, либо ты будешь страдать. Вот. То есть лезть прям в насыщенную зону ПВО нету смысла. Собьют быстро. Поэтому на будущее миссии, если создавать, то создавать надо будет либо конкретную цель уничтожать. Привет, часто вижу, как ты играешь в ДКС, но всегда на Су-25, а чего на других не летаешь? Привет. Потому что я любитель штурмовика Су-25. Я виртуальный летчик штурмовика Су-25. Все остальное не мое. Поэтому я осваиваю дальше. Только вот игра не дает освоить его нормально. К одному привыкаешь, другой ломают. Если бы еще бы разработчики не ломали бы. Порчу бы не наводили на игру, вообще было бы здорово. Так. Ты не первый человек, который задает этот вопрос. Я всегда отвечаю, что... Ну, просто вот выбрал себе самолет и все. Больше мне не надо другие. Истребители не мое. Я не люблю истребители. Вертолеты, но вертолеты в этой игре я как бы мог бы попробовать. Но мне кажется, на них мне будет нудно летать, потому что я привык к скорости. Здесь карты большие, блин, пока на этом вертолете долетишь. Поэтому я больше предпочитаю штурмовик. Самолет. Конечно, пробовал Су-25Т, Су-25СМ, это все самолеты, которые мне нравятся. Не именно на Граче, почему? Мы же на Тэшке летали раньше. У меня очень, там, достаточно стримов на Тэшке. Я много заданий на нем сделал. Я потом только на Грач пересел. То это быстро как-то произошло, просто пригласили на сервер, подарили Грача и все. Так бы, может, до сих пор бы летал на Тэшке. Тэшка сейчас у нас на другой уровень перешла. СМ-3, Су-25 СМ-3. Он посложнее Тэшки будет в плане наведения. Там нету автопилотов. Вот. Не, я не только именно на Граче, на вот этом летаю. Я летаю и на самолетах, штурмовиках, где есть шквал, солт. То есть такой тип авиации. Это все самолеты, кстати, относятся к штурмовикам. Неважно, есть ли там у них шквал. Все равно это как штурмовая авиация, короче. Здесь в основном мы выполняем, вот где я сейчас летаю, это тренировочные просто полеты, просто как разминка. А миссии-то у нас идут
Вот сейчас, допустим, мы летаем, сирийская миссия у нас там вообще на СМ-ке. Но у меня есть идея, там на Граче тоже можно отработать. Только там, только на низких высотах надо будет. У меня раньше мой любимый самолет был всегда. Это Су-25Т. Понятное дело. Я любил вот именно тот самолет. Мне вообще нравятся самолеты типа СМ-ки. Су-25Т такая авиация. Грач, я говорю, я вообще не представлял себя на нем когда-то. Но ничего, я привык к нему. Смотри, очень не стреляет в этот раз, а то обычно это эта пушка командирская работает, пулемет. Так что ты не подумай, что я только на Граче летаю. Ну вообще да, я любитель типов Су-25 летать. Ну, разные типы, конечно. Вообще мой любимый самолет, чтобы ты понимал, СМ. Я люблю самолет СМ. Мне вот он очень нравится. Спасибо Алексею, если он увидит этот стрим когда-то. Мне нравится его, как он снаружи выглядит. И внутри. Внутри он такой современный, снаружи он как классика. Плюс у него такое вооружение. Да, им сложно управлять именно при наведении. Потому что очень сложно совместить наблюдение в солт и держать равновесие самолет. Если в Су-25Т там можно было врубить вот этот баланс, то есть он сам держит у тебя горизонт, то там нет. Ты должен все вручную сам делать. И бывает вот из-за этого ты можешь управление потерять, если увлечешься этим наблюдением. Поэтому там специфический полет. А так самолет классный вообще. Еще иногда не получается увидеть цель нормально. Здесь же надо пипец глаза, чтобы у тебя постоянно хорошо видели точки эти. Опять же, как настроишь графику? Если будешь в пикселях смотреть, вообще тяжело, что видно. Это я про грач говорю. Именно про Су-25, обычный грач. Ну, вот что в игре я заметил здесь, когда работает по тебе ПЗРК.
А хотя нет, вчера по нам ЗРК работал. Грач, он более выносливый, что ли. Ну, по одному двигателю ушибает. А вот на Су-25 СМ-ке 2 двигателя сразу загораются при попадании. И вот это меня, конечно, уже не порадовало. На одном двигателе-то еще можно долететь, на двух уже нет. Так, бомбы. ФАП-500. Не знаю, бомбы сейчас вообще так тяжело использовать. Если современный бой создать, мне кажется, ты не сможешь ФАП-500 использовать. Ну если только с высоты где-то 4000 метров. Но будет ли от нее польза, не? Там, где есть ПЗРК, стингеры, там только летать на низких высотах. Либо на высокой сильно. Про ЗРК так вообще молчу. Короче, вывод какой? Авиация не может работать без наземных сил. То есть обязательно нужна пехота, разведка. Потому что авиация не может все сразу сама увидеть. То есть нужна информация, есть ли на земле какие-либо там ПВО и все такое. Это очевидно. Даже вот в игре здесь. Если я не знаю район, наугад туда суваться просто на повезет. Нужен всегда авианаводчик. Так, высота 1600. Готовлюсь к сбросу фабы. Все, фаб пошел. Цель поражена. Вот ФАП-500, мне нравится его точность здесь в игре. Очень точно он попадает туда, куда надо. А вот кассетные боеприпасы, мне не нравится их точность здесь. Они очень коряво стреляют. У меня Open Track называется. Программка с веб-камерой, которая просто работает. Вебка ловит голову мою и все. Ну, правда, надо еще настроить ее правильно. Просто настроил программу, ну, как бы для своей веб-камеры, и все. И наклоны, и все у меня. Также тут надо под самолет еще все настроить. Ну, мне хватает. Вот то, что у меня есть углы, эти обзоры, мне этого хватает. Ты OpenTrack'ом, да, пользуешься? Не знаю, мне нравится, я привык уже. Там, говорю, зависит от настройки. Если настроить, то да. Если, блин, не настроить, можешь потом это
шея у тебя страдать будет, крутиться вечно. Я вообще не устаю даже. Уже привык. Так, высота 1800. Тихо, 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 тихо. Блин, да что его так отклонило-то? Вот чуть-чуть закренишься, все, его начинает. Ну, сейчас не знаю, бомба, скорее всего, с отклонением уйдет. Цель поражена, конечно. Но не все. Я целился в центр колонны. Она ушла чуть дальше, бомба. А, лавка сгорела одна. Итого уничтожено. Две единицы техники осталось. Короче, поразил пехоту бомбой и одну технику. Две техники, получается, ушли в деревья, спрятались. Можно по ним нарами отработать. Почему мне это нравится, этот грач, именно его этим приборы мне его нравятся, они у него очень такие удобные, понятливые, все прям к ним проще привыкнуть, чем вот к этой современной сейчас навигации. Если на LC не смотреть, то там вот к часам сложнее привыкать, а здесь вот намного приятнее они как-то воспринимаются. Так, и чё, где прицел? Сейчас попробую нарами на удаление отработать. Высота 3300 у меня. Скорость 350. Не вижу места, куда надо ударить. Не, на удаление не получится. Ну-ка под таким углом сейчас. Не попал. Где вы там спрятались? Куда-то зашкирились. Ха-ха, 2 БТРа, блин. Кстати, заметил, типа, что БМП, что БТРы сейчас ныкаться стали в этой игре. Вообще хорошо прям. Ой, Игорек, привет. Я там ответил тебе на комментарий. На аэродроме аварийная посадка в игре происходит на полосу, потому что
С тем учетом, чтобы потом самолет отремонтировать. Вот. Если приземлиться где-то в поле, во-первых, здесь в игре ты загоришься стопудово и тебя не будет. А вот на аэродроме ты живой остаешься, чисто по игре. В жизни, понятное дело, лучше на травку приземлиться. А вот в игре нет. Все нары на них потратил. Блин, у наров разброс, конечно, пипец. У этих С8 ком. Ну, видите, у меня еще разброс почему такой. Они же у меня, это, все зависит от того, на какой пилон ты их закрепил. У меня получается самые крайние пилоны. Если бы я, допустим, нары бы прикрепил ближе бы к корпусу, у меня точнее было бы попадание. Эдуард, привет. Еще раз скоро буду. Чат, здорово. Давай. Я вообще сначала Тарков хотел запустить, и они там обнову закатывают, блин. Ну, думаю, ладно, пойдем в ДКС летать. Арму только вечером играем, потому что народ в основном вечером в армии. Бильярд, ну, не знаю, бильярд это так, игрушка на часок. Поэтому ДКС. Че, пойдем пушкой их добивать. Вредные они в последнее время. Мне вот этот прицел знаком. Первый раз я с таким прицелом познакомился в Counter-Strike 1.6. Он оттуда, походу. Только он здесь желтенький, а так он обычно зелененький был всегда. Так я запускал, а толку? Ну, они же с этим, с дальномером были запущены. А я теперь без него и не запускаю их. Только с ним. Блин, ну давай будем пробовать. Так-то не очень нравится мне этим заниматься здесь. Где вы, ребята? Куда вот они спрятались? А, вот он ты где. Фига он в куст залез просто. Это что-то новое. Вообще вот этого раньше не было, я серьезно говорю. Они как бы укрывались, ну что прям в
в дерево залазить. Мне кажется, это что-то какое-то нововведение от разработчиков. Мы вот предыдущее тоже задание выполняли, колонну когда били в предыдущем стриме. Тоже БМП залезла в кусты и все. Я пушкой отработал как-то через кусты. Загорелся. Так, понятно, один где промазал. Один в кусту, другой на той стороне получается. Ну их лучше, короче, заходить с высоты, я понял, на них. В общем, грача будем сегодня в этой миссии, наверное, использовать в новой. Только маленько по-другому. У меня есть идея, как его можно использовать. Нарами будем работать. Только точечными нарами. Нам нужны точные нары. Здесь есть такое вооружение. $250 боеприпасов в пушке ВПУ. Вот, считай, полтинник уже ушел. Она их быстро выстреливает. Вот она, одна цель чуть левее, я вот ее наблюдаю, вторая в кустах засела. Все, загорелся. Блин, нафига он терпит страйкер? Страйкер, кстати, крепкий, я смотрю, для этой пушки. Минус страйкер, да? Так, остается у меня, получается, лавка. А, нет, подожди, не лавка. Спрятался хаммер у меня, получается. Лавку-то я сжег. Хаммер у меня в кустах где-то сидит.
Все, на этом самолете задачи сделаны. Пойдем на базу. Ну, видите, в игре можно приближать, а в жизни нет. Я не знаю, как эти машины увидеть. Это пипец, их вообще не увидишь. Попробуй Хаммер увидеть на самолете. Ага, понял. Ну все, сейчас приземляюсь тогда. Колонну с тобой разбомбим на грачах. И опять в Сирию отправимся, наверное, да? Слушай, а у меня для тебя есть миссия. Серьезная миссия. На Кавказе. Пойдешь еще на Кавказ? Это, кстати, как тренировка до Сирии. Точно, я забыл. Я же тебя хотел еще задействовать в одной миссии. Там тоже колонна. Только более серьезная. В горах натовская колонна. Надо будет по ним нанести удары. Пересечь границу, короче. Также там у них охрана воздуха. Короче, грузинская колонна там. Задание можно выполнять на грачах. Можно сделать. Можно выполнить на Су-25Т, если ты готов. Давай на Су-25Т выполним задачу. Сейчас я приземлюсь. Мне там как раз нужен товарищ, так сказать, правая рука. Миссия сложная. Потом у меня есть миссия, надо уничтожить объект, но я еще ее не дотестировал, я выполнял, практиковался. Там надо нанести удар по заводу. Тоже, считай, вторгаешься во вражескую территорию. Там ЗРК, ПЗРК, что там только нету. Блин. Не, возврат. Плюс у меня есть миссия, которую ты со мной не выполнял. Это тоже нанести поражение. Короче, там еще на Кавказе миссий хватает. Давай сегодня Кавказ поделаем пока. Если сделаем все это, потом можно уже 100% Сирию выполнять. Просто вчера на грачах с тобой задачи не повыполняли. Так, тренировку. А у меня есть прям задачи для грачей. Ладно, сейчас с колонны начнем. Да, что мне звонят сейчас.
Так, я здесь. По привычке уже вебку врубаю. Да она тут не нужна. Блин, хотел, короче, фишку одну сделать. Ладно, не буду делать. Сейчас так приземлюсь. О, мне звезду героя дали, поздравьте меня. Это, кстати, уже медаль в летную книгу. Золотая звезда. Нифига себе. Давненько не давали ничего. Смотри, опять же, говорю, вот как в игре. Не знаю, как в жизни. В игре, когда у тебя аварийная ситуация, особенно если у тебя проблема с гидравликой, вот это 100% удар будет сильный об землю, даже если ты будешь, ну, как бы на полосу приземляться. Что в основном делается? Да, боекомплект сбрасывается, потому что он как бы детонирует в игре. Если ты об него ударишься или что, ты можешь взорваться сразу. Вот, это первое. Ну и вес, понятное дело. Второй момент. Электрику надо вырубать. Двигатели полностью глушить, если с гидрачом проблема. То есть ты должен просто планировать и все. И постараться вот этот удар смягчить, чтобы самолет не поломать. То есть, да, удар будет сильный, это однозначно, потому что у тебя и тормоза хреновые, и все. Вот. Ну и на всякий случай кабину все-таки, фонарь все-таки открыть, чтобы суметь, если что, это катапультироваться. Ну, видишь, фишка в том, то, что если ты открываешь в игре этот фонарь, ты считаешься уже как проиграл. Вот. То есть фонарь, он дает и понять, что ты катапультировался, хоть ты даже не выпрыгнул. Если ты открываешь, я даже не знал. То есть ты исчезаешь с карты, получается. Такая вот система. Ну. Я вот все, что рассказываю вот здесь, я говорю именно про игру. Я не говорю, что это в реале.
В игре, да, так, а в реале так, не, я не знаю, в реале так, оно не так. Были моменты, я приземлялся, у меня самолет горел. Но я не паниковал и не выпрыгивал. Я запрашивал ремонт и ждал, и он у меня тух. Такое тоже было. Ну, то есть он прекращал гореть. Бывало, горел и взрывался даже такое. Привет, ты тут? Да, я на месте. Такие вот дела. Возможно, но ты тогда уже провалил миссию. Любое катапультирование, это уже все. Миссия не выполнена. Офигеть, мне медальку дали, прикинь. Да, я видел на стриме. Но 8 уже будет. Давненько не давали ничего. Орден мужества, медаль за отвагу, медаль Нестерова, орден за военные заслуги, Георгиевский крест. 4-й, медаль за заслуги перед Отечеством 2 с мечами. Георгиевский крест 1. И вот сейчас золотая звезда героя. Вот. Когда звание-то меня повысит до капитана-то я уже дослужил. Хочу уже полковником быть. Подожди, нет, нифига. Капитан-майор, потом полковник. Капитан-майор же у нас. А ты зайди в летную, посмотри, у тебя там прогресс идет. Что-нибудь-то там. Да, у меня, получается, это 4-й пилот, насколько я понял. Орден мужества есть, медаль за отвагу, медаль Нестерова, Во. орден за военные заслуги. 4. Так, и Георгиевский крест 4-й. Во, значит, надо еще 3 медали. Уже 5 есть, это хорошо. Старший лейтенант я. Лейтенант пока? Старший лейтенант на А, старший. Ну вот, значит, следующее звание уже меня догонишь. Капитан. Такс. Часов налета 15 часов 49 минут. Че, давай колонну разобьем. Ты разомнешься или ты размят же? Да, давай. А, надо туда идти. Видишь, почему-то вот единственное, блин, в онлайн игре не дают награды. Да, ты правильно сказал, подполковник, потом полковник. Ну, это я в общем говорю, когда полковника уже даже. Майор, полковник. Ну, вообще, да, идет подполковник, потом полковник. Блять, я сразу вспомнил этот. Помнишь, раньше программа-то была наша Раша? Товарищ подколодник. Да. Заходи. Готово. Или подлокотник, или подколодник, как он его там. А, подождите, это не в нашей Раше, это в этом... В «Яйца судьбы», по-моему, самый лучший фильм, или как он... Что-то там было, по-моему, где-то момент-то... Ну, эти ребята из нашей Раши, конечно... Чё? Будешь перевооружаться? Так, сейчас посмотрю, бегло, что там у нас. А попробую с этим вооружением. Угу.
Запускаюсь. Это нет, я другое уберу. Я мощные ракеты возьму. Эльки. Все, я готов. А, нет, ни хрена не готов. Мне нужно перезарядку врубить. Сейчас меня перезарядит. Я еще хотел это, может, сегодня... Или ты, у тебя планы? Хотел в Арму еще сегодня побегать, может, потом. Ну, пока сейчас не знаю, там дальше видно будет. А можно было? Просто сейчас туда смысла нет заходить. Там народу нету. Вечером все появляются. И вот эта миссия, не знаю, заменят ее, нет. Она подлагивает. Вертолеты эти тупые, ну, которые летают, из-за них лагает все. Все, я тоже готов. Так, закрылки. А, нет, ни хрена не готов. Это я твой двигатель слышу. Я думаю, что такое. Двигайся, начинай. Я за тобой. Ты курс выставил, все? Высоту, этот высотомер в ноль убрал, да? Да, подредактировал, ага. Так, а первая лампочка снизу, это что я поставил? Сколько у тебя расстояние показывает? 49. Ну, все правильно, ППМ поставил первый. Второй ППМ будет у тебя как раз зона выполнения задания.
Ну чё? Зажим. 80. Отжим. Сотка. Блять, ты что-то сильно рванул опять. Почему так, не знаю. Я, короче, левее беру, чтобы тебе вслед не попасть. А ты правее еще сильнее возьми. У тебя вооружение, наверное, легкое. Что быстро разгоняется на тебя. Может быть, кстати, вариант, Отрыв. да. Я беру сразу влево, а ты чуть-чуть правее делай крюк и за мной вставай, чтобы мы с тобой не воссоединились тут. Через аэродром сейчас пролет делаем. Так, фары вырубил. Вырубай тоже. Я вижу тебя. Ладно, двигайся по курсу тогда. Я догоню. А нет, подожди, ты не по курсу идешь. Я так понял, ты разворачиваешься через правое крыло, получается, да? Да. Я над аэродром уже прохожу, выхожу на курс. Все, вышел. Тебя наблюдаю. Вроде бы. Ну-ка, подожди. Нет, показалось. Ну, у меня в основном точное вооружение. Ракеты Х-29Л, С-25Л и нары, которые точно тоже стреляют. Километров, 34 остается. У тебя сколько отображает? 40. Значит, сзади меня двигаешься. У меня высота 240, скорость 600. Так, сейчас снижаться буду маленько, что-то подзабрался в космос. Оборотов держу 85. Там, смотри, там, короче, я так понял, на вот этом компасе, по которому мы ориентируемся, направление. Есть направление, а есть точный указатель на ППМ. Вот. То есть, бывает, тут ты летишь, он у тебя сразу и то в одном сходится, и ты не, ну, как бы особо не паришься. Бывает, тут ты когда подлетаешь, толстая вот эта стрелка остается, а иголка отдельно уходит влево либо вправо. Тебе надо следовать именно по иголке, если ты хочешь завершить ППМ. Высоту уже совсем сбавляю, уже 100 метров высота. Так, я маленько тяги добавил до сотки, точнее сотку. Сейчас хочу разогнаться хотя бы где-то до скорости 650, наверное.
Высота у меня вообще меньше 100 метров, 90 уже была. Короче, у нас сегодня стрим Грача. Вчера мы на СМ-ке летали, а сегодня мы будем на Граче задание выполнять. Ну да, кстати, у нас сейчас сегодня будет полет на самолете Су-25Т. Вспомним классику. Ты хоть, надеюсь, не забыл, каким пользоваться? Сегодня вспомним. Да он Так, тяжелый вот она, заработал. игла появилась. Здесь вот ППМ. Все, вот я на иглу лечу. Сейчас вот должен ППМ сам перерубиться. Если ты на иглу залетаешь, это считается ППМ отмеченный. Все, хоп, он сам переключается. Вот лампочка даже сама переключилась. Все, сейчас, значит, идем, следуем курсу. Теперь до следующего ППМ 63 километра. Так, скорость 500 даю маленько оборотов. Да, у меня тоже переключился сам. Значит, так как я лечу первый, я наношу первый такой основной удар. Вот, а ты уже будешь по дыму ориентироваться, добивать остатки. Смотри, значит, моя задача поразить опять ПВО. Вот, ты, значит, работаешь, если сумеешь обнаружить БМП. БМП и танки, это твое. Если не обнаружишь, я на второй ход пойду. БМП надо уничтожить. Второй желательно бы. После Шилки. Потому что потом с ней опять будут танцы. Так, мы где-то рядом летим, но я тебя не наблюдаю в окне. Высота, скорость какая? Высота 900, скорость 500. Так ты ниже, ты выше меня идешь. Я лечу 100 метров высоты, скорость у меня 550, до ППМ-ки 50 километров. Понял. Ты прям надо мной. Я тебя сейчас увидел случайно камерой. Ты вровень со мной идешь, только ты наверху. Все, увидел, ага. Видишь, да, я снизу иду. Ты у меня где-то там летишь. Блин, вон я тебя вижу. Вон. Так что все нормально, все хорошо. Блин, скорость упала сильно. Давай разгонимся хотя бы до 600. Значит, ориентир слева аэродром Моздок. Справа город Моздок. Справа потом идет чуть за городом речка формы змеи. Змея такая. Река Змея, я бы ее назвал. Вот. Блин. А вдоль этой реки идет дорога. Вдоль дороги с правой стороны деревья в рядок, которые постоянно мешают цели обнаружить справа, когда поэтому цели только наблюдаем слева и навстречу по дороге.
Первая задача их остановить, вторая добить, все. Так, скорость 650, высота 740. 30 километров до цели, до зоны. Слева вот он моздок. Это наш резервный аэродром. Здесь мы иногда заправляемся, если у нас... Ну, стопудово заправляемся, нам вечно горючки не хватает. Так, ладно, выставляюсь на боевой режим. Земля-воздух. Воздух-земля. Так, первым я буду работать ракетой Х-29. Все, я набираю немного высоту. Увидел твой след. Смотри, ты можешь сам тоже наблюдать, если ты их увидишь, как бы ты тоже можешь нанести удар первым, как хочешь. Наша задача их остановить. Ну, конечно, если еще шилку выбить, то это вообще шикарно будет. Блин, я вот на достаточно большом расстоянии от тебя, но сзади вслед попал, и у меня сразу же самолет задергался. Офигеть. Ну, это да, это вот так оно идет. Так что аккуратней с этим. Вот прям за самолетом, что двигаться при взлете, нежелательно бы разгоняться. Приземляться тоже вместе друг за другом тоже опасно. Ну а летать тем более надо либо слева быть, либо справа, либо снизу, сверху, я не знаю. Но обычно летают как? Слева, либо справа. Все, я наблюдаю дорогу. Начинаю вести наблюдение. Чуть левее возьму, а то я сейчас за деревья зайду справа. Вижу колонну, готовлюсь к атаке. Все, пуск пошел. Веду ракету. Шилка по мне работает. Еще ракета пошла. Давай, давай, давай. Давай, бля. Да ё-моё, что такое? Ухожу. Я не знаю, у меня одна ракета вообще перелетела их, а другая она ударила как-то непонятно по ним. Шилка по мне, по-моему, пуск сделал, я еле ушел. Что-то в этот раз пуски мне не понравились. Вообще ракеты Х-29. Я не знаю почему-то. Подсунули какое-то говно, походу. Бракованное. Так, ну что, у меня элки тогда перерубаюсь на них. 25-ки точнее. Блин, ну шилка живая осталась. Я не знаю, значит надо ее как-то вычислить. Колонна остановилась однозначно. Они там начали кипишевать все. Ты нормально, цел? Да, я противоракетный маневр совершал. Ракетный? Нет, она пушкой стреляет. У нее Просто я скорострелка.
Я след какой-то увидел от ракеты. Ну да, думаю, это по мне. скорее всего. Нет, это не ракета, это стрелковое у нее. Зенитное оружие стрелков. Было такое, что сталкивались друг с другом. С Эдуардом нет, ни разу мы не сталкивались. А вообще, я вот не помню, летали мы у Иркута, сталкивался ли я с кем-то, нет. Слушай, нет, по-моему. Только от следа страдали. Если друг за другом начинать движение взлетать, то ты можешь, след тебя может сбить, и ты управление потеряешь. Вот это было, да. А что прям это, там сталкивались? Не. Такого не было. Че, видишь цели? Да, работаю. Понял, не с того угла атака. Сейчас надо будет пересечь, да? Они в рассыпную, влево-вправо. А, вон они где. Сейчас я высоту наберу. О, ты шилку поразил? Я не знаю, по кому я Да. попал. Ты поразил ЗСУ, шилку слева, смотри, он у тебя, игра тебя оповещает. Красный игрок, твое имя, на Су-25 уничтожил ЗСУ, шилка, все. Ты его уничтожил. Ракеты 25Л. А я еще что-то слышу, пик, а потом все, никто не пик уже. Понятно, ты ее Попал, уничтожил. да, звон. Ну. Две цели поразил. В поле стояли. Так, перерубаюсь на нары. Сейчас будем добивать. Правда, что там осталось, я даже не знаю. И... А вообще что-то есть еще? Это было там еще, да. А вон что-то работает. Вижу цель. Отрабатываем. БМП работает. Я понял, где они. Сейчас попробую выйти на них. Как хорошо работает, а? Нифига себе. Эй, бессовестная. Ну-ка давай это. Там еще и танк целый. Да, 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 да. Я наром отработал. Я туда бомбу закинул в кусты им.
Сейчас еще нар туда запущу. Блин, нифига он весит, этот нар. Как бомба. Сейчас попробую на дальняк отработать. Есть попадание. О, нифига себе. Это ты еще работаешь? Ты работал сейчас? Твои нары тоже были, но... Я думал, этот у меня разлетелся так, думаю, нифига себе. Расчехлился, да? Ну, так, а чё, ну все, там у нас одна цель достаточно. Там все горит, блин. Нахера мы там им ад устроили? Они нас, походу, нас запомнят на следующий раз. А, ты 500-ку Ты туда в еще следующий раз киданул. этот какой-нибудь УАЗик добавь. УАЗик? Зачем? Чтобы они на нем эвакуировались? Пути отхода. Ну да, ты сам-то представляешь, грачи и УАЗик, что это такое вообще? Я даже стрелять по нему не буду, я просто фонарь открою, плюну в него. Ладно, шучу. Слушай, ну что там осталось же еще? Задача-то не сделана. Так, ну у меня управляемая ракета есть. Все, сейчас захожу. Танк либо бэха еще живая, я так думаю. Да, этот танк живой. Попробуем добить. Я самое главное танк не вижу, по дымам закинул. Блять. Смазал по танку я. Я из-за дымов. Из-за твоих наров я, короче, я перепутал вообще где чё. Как-то так атака у нас с тобой совпала. Ты нарами отработал, и я его потерял. А, ну видишь, да, что-то косяк, видимо, такой. Конечно, там земля вся взрывается, там ничего не увидишь. Пушкой я его не отработаю, наверное. Че, у тебя есть еще боекомплект? У меня нары еще есть, сейчас еще заход сделаю. Да, давай, только точнее надо по нему нарами прям близко подлетать и фигачить, чтобы они Дело в прям том, не что я ушли. их вообще не вижу, блин. Сейчас, ну попробую, сейчас посмотрю. Они там где-то за кустами спрятались. Он один остался. Танк. Там же, где БМП была, только подальше даже в поле его проще будет. БМП-то она вообще была почти в деревьях. Я сейчас попробую пушкой поработать по нему, но что-то я сомневаюсь. Пушка его может не взять. Хотя я читал ее описание, она по идее должна бронетехнику поражать. Ну вот, кажется, вижу. Но он там дымится, не, потихоньку дымится. Он подбитый, от него немного дым идет. Вот, да, ты по нему прям сейчас работаешь. Блядь.
все. Там еще хаммер живой. Все, Нет? все, все, ты его сжег. Все, мы задачу сделали. Все, молодец. Все цели почти ты. Вот все финальные цели 3. Ты все забрал их. Ну, у меня остаток 1200, я думаю, мне хватит. И как думаешь, сейчас сколько осталось? У меня сколько осталось? 1200 тоже. Да, давай возврат на базу, короче. Выставляй на возврат, все, уходим. В этот раз даже на горючке сэкономили нормально. Быстро отработали вообще. Все, я выставился на возврат. Так, я что-то неправильно выставился. 227 км. Нет, это не то. Однерочку нажми несколько раз, чтобы у тебя по углам точки горели. И тогда у тебя отобразится 90 километров почти. Так, показывает 79, если это то. 79? А, ну ты можешь просто горцанул еще вперед меня. Я сзади лечу. Сзади, ну, странно. Ну, следуй, 79 не сильно большая разница. Там 3-4 километра. Ты что там закружился? Я высоту набрал. Штопор, главное, не попасть, блять, а то может и такое быть, кстати. Если все резко делать. Это же все-таки не истребитель. У меня 2 единицы уничтоженных, у тебя 4. В этой миссии ты победил. По этим... Нормально поработал, да? Ну. Буква Э русская нажимаешь, там счет можешь посмотреть. Да, я только что посмотрел. Ну, ты меня удивил. Я, блядь, пошил, я не попал ракетами Х-29. А потом смотрю, подлетаю, думаю, сейчас по шилке отработаю. Смотрю, шилка уже уничтожена. Думаю, нифига ты ее шустро уработал. Ну, один раз еще, видишь, я тебе помешал, сбил тебе атаку на радио. Да ладно, справились. А мы мог, знаешь, тоже как бы сработать. Не стрелять по нему, пролететь, потом еще раз зайти. Нет, я, блин, до последнего дотянул тоже. Хорошо, когда самолет легкий, можно крутить его всяко разно, да? Я как-то перегрузку на Су-25Т делал, у меня крылья отваливались. Я специально делал, просто тестировать. Мгм.
Вот эти фишки, которые я сейчас делаю, они помогают увернуться иногда от зенитных установок. Это не просто так полеты, эти фокусы, как правильно, трюки эти. Бочку иногда приходится делать. Потом вот эти наклоны немного тоже, ну, иногда спасает, уже проверено. Когда ты на большой скорости летишь, а когда ты ползешь там 500-400, то это бесполезно. Один фиг тебя зацепит. Это надо где-то на 700 такие штуки делать. Ассистент, 113-й, возврат. 113, ассистент, свет. Ассистент, 113-й, отмена возврата, продолжаю выполнение задачи. Нальчик, 113-й, возврат. 113, Нальчик, следуйте курсом 246, удаление 27, давление 722,7,9. Посадочная 2-4. Занимайте высоту круга. Так, ну что, я запрос сделал. Сейчас на посадку. Че, тебе полосу дать ли это, или ты будешь после меня приземляться? А я за тобой зайду, мы же в прошлый раз нормально сели. Ну все, давай тогда, я правую полосу забираю. Если что, на крайняк всегда есть парашют, я воспользуюсь. Че, попробуем по приборам сесть. Сейчас. Давно я этого не делал. Ну мне на подъем высоты показывает, да? Блин, не хочу ее поднимать опять. Давай, ладно. Ну, по вот этому прибору сейчас, наверное, хоп. Сейчас уровень надо держать. Сюда показывать. Ночью обычно так приземляюсь, когда полосу не видно. Все, сейчас он показывает резко вниз. Полоса-то, блин, где? А, вон полоса. Все показывает, вот он вниз. Сейчас надо скорость сбрасывать. Короче, он меня на полосу вывел, а здесь уже желательно бы самому работать. Ночью, да, ночью придется его до конца использовать. Вот он мне показывает маленькое отклонение влево и чуть выше держаться.
Так, ну я на правую полосу иду. Врубаю фонари. Надо с тобой ночью пролететься. Ты ночью ни разу не летал? Не, ночью вообще не было опыта. Значит, надо тебя потренировать. Ночью же есть моменты. Ну, боевые, конечно, задачи выполнять ночью это трындец. Ветер у земли 1,80. Скорость 4 метра в секунду. Посадочная 2,4. Бля, скорость разогнал опять. Все, начинаю касаться полосы. Занимаю правую полосу. Парашют. Имею в виду, полоса короткая. Про парашюты не забывай, если сильно разгонишь, эта скорость будет большая. Угу. Я тебя в конце полосы жду. 1,1,3. Заруливайте на стоянку. Я на правой полосе, ты на левую целься. Помню, помню, не переживай. Сильно высоко идешь. Вот этот, да-да-да, правильно. Давай, давай, давай. Выравнивайся. Блин, ну ты опасно приземляешься, конечно. Сильно высоко шел. Но в этот у тебя раз при что-то таком в этот раз что-то у меня не получилось, но при я... таком маневре у тебя наоборот скорость еще развивает. Экстремал, блин, на нальчике тем более так приземляться, пол полосы оставлять. Но если ты так на Су-25 ты здесь будешь приземляться, ты уедешь в город. Я, кстати, тут уже на нем ездил. Ну ладно, молодец, самое главное справился. Я тут думал, сейчас, наверное, еще это проедешь дальше куда-нибудь. Скорость, потому что такая большая была. Ну как, и высота. Из-за того, что высота, тебе надо было высоту резко снизить, из-за этого скорость развиваешь быстро. Так, ну что, на парковку? Вперед. Ставим. Заруливайте на стоянку.
Немножко опасно было. Слушай, ну ты летаешь, видать, не мало часов, раз у тебя 5 медалей. Медали-то дают не за просто так. Значит, у тебя были полеты, и были, причем успешные полеты, без меня. Медали же дают, когда ты один летаешь. Это все ты, получается, вот эти медали заработал на самолете Су-25Т, да? Ну да, Су-25Т, потому что на Су-30 я там еще не летал пока просто, ну, боевые задачи не выполнял. В основном это Тэшка была, да. Ну, вот видишь. Так что ты подготовленный уже летчик-то для самолета Су-25Т. Будет сегодня миссия? Будет на Су-25Т, будет. Ты это прекращай так говорить, потому что ты на меня слишком большие надежды возлагаешь. Я на этой Тэшке-то давно уже не летал. Блин, нафига 25Т, когда есть СМ-3? Ну типа так. Но зато автопилот. Летишь, пьешь чаек. Он сам тебя тащит куда надо. Ты вспомни этот кайф. Кстати, они даже автопилот сломали здесь, я помню. Врубаешь, у тебя самолет вниз летит. Тихо, 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 сейчас газик зацепишь. Все, уже паркуйся, останавливайся, ну его нафиг. Был бы этот трэш, если бы... Я тут смотрю вроде. А я нормально. цеплял же газик. Я тогда что-то тоже на полосе за тобой ехал, думал сейчас... ну я сначала вровень с тобой встал, а потом еще прокатился дальше. Думаю, развернусь, смотрю по габаритам вроде. Крыло проходит. Нет, нифига, ударился об него, ремонтировался. Фух. Нормально. Поздравляю справились. нас. Да. Взаимно. Все, отдохнуть можно. Ну вот видишь, задание уже само от нас. Оно уже само у нас выполняется. Так, смена миссии. Что у нас еще есть? Сейчас сервер Так, отключу. я отойду пока на выйди минутку. в меню пока игры вообще, чтобы у тебя ничего не повисло. А у меня уже эта миссия пошла загружаться. Не-не-не, я покидаю сервер. Так, чё, пойдем тогда нанесем удар по тылу. Алексей услышал, да, меня? Я сейчас на Да, минутку да, отойду. да, я все равно пока в редакторе слот сейчас посмотрю. По-моему, вот я и не делал под онлайн. Выполняли это задание. Там надо было и через горы пролететь, и из гор выйти, удар нанести по колоннам снабжения. Нет, подожди, это колонна. Колонна вот как раз для Су-25Т. Блин, а та миссия, по-моему, вот это... Да, она. Самолеты грачи. С таким наром поработать. Хотя нет, лучше так у нас сделать. Чтобы на другом самолете опять же не делать это, я сейчас просто копию сделаю. Вот здесь копия.
Так, здесь выставляю клиент. И следующий самолет тоже клиент. Где моя копия? Так, атака. Вот это можно удалить. Это я уже сохранял где-то. Чтобы много не накапливать. Пресеты. Это пресеты готовых пилонов уже. Все, миссию я сделал под кооператив. Можно запускать. Сейчас Эдуард придет, я напомню, что за миссия, что там нужно сделать. Чтобы он тоже суть понял. Эдуард в эту миссию еще не летал со мной ни разу. Я один не летал, да. 3 раза неуспешных, а по финальной 4-й я ее выполнил. Это боевое задание, это не тренировка. Это война здесь. Здесь войска. Получается, Россия против Грузии, война здесь. Так, я на месте, подключаюсь. Давай. В брифинг заходи. Надо будет тебя ознакомить с миссией. Миссия на пределе называется. Картинок здесь мало. На карте надо будет потом посмотреть, если что. Ну, сейчас объяснюсь. Блин, воздух забыл ракеты взять, да ё-моё. Это уже самолет. Ну подожди, в брифинг зайди. Я в брифинг зашел, да. Так, значит, задачи. Ситуация. Враг стягивает подкрепление. Когда начнется наступление, вопрос времени. Мы не должны ждать этого и нанесем первым предупредительный удар по вражескому тылу. Задача. Уничтожить вражеское военное снабжение в указанных местах на карте. Грузовые машины и мини-склады. Там в основном будут грузовые машины. Время будет ограничено до прибытия вражеской авиации. То есть, да, там будут еще вражеские самолеты. Они будут выходить в рейд Су-25 тоже. Вам придется работать на низких высотах, чтобы не попасть под ЗРК. Осторожно, также могут быть зенитки. Так что это уже боевая задача такая. Теперь насчет тактики. Ты появился, да, на базе? Так, у меня сейчас свободная камера свободная открылась. Говори, кому работаем. Так, все, я появился. Нажимаю F10 карту. Так, давай посмотрим. Значит, смотри, вот у нас тут отображено все. Наши войска зеленым отмечены. У нас даже корабли здесь есть. Офигеть. Вот, нам надо попасть в тыл. Вот, желательно бы это делать через горы. То есть не там, где стрелочка нам синяя показывает, а лететь нам придется чуть вглубь. Где вот горы идут, где вот надпись «Наши войска», надпись, только еще выше нее. И заходить, получается, если смотреть, вот видишь круг, где наши войска, вот этот круг. Маркер. Да, вижу. Круг. Наши войска, наша разведка и еще какой-то. Вот там, где наши войска, видишь, слева речка такая идет, синяя, в горы.
Такая узкая полосочка синяя такая на карте. Вижу, да. Вот, нам надо заходить, вот еще есть такая же полосочка, только справа. Вот, вдоль вот этой реки, между гор, нанести поражение сначала вот этой колонии, которая в горах. Там вылететь мы сможем нанести удар. Вот, значит, смотри, какой круг делается. Мы заходим в горы, вылетаем, наносим удары. С первого раза мы не поразим, понятное дело. Вот, затем опять резко вот им удар наносим и резко вправо вдоль горы опять долетаем до наших войск и опять этим же маршрутом просто круг делаем и опять залетаем. Вот. В целях безопасности. Когда мы разнесем эту колонну, нам надо будет добраться до колонны, которая находится в Калдахвара снабжения, где вот цели еще табличка, видишь, там такая овальный толстый круг такой. Нашел? Да, Нет? вижу. Вот, по Ну, ней красный надо- ты имеешь в виду, Да, да? да, по Калдахвар ней надо вижу. будет уже потом нанести удар. Предупреждаю сразу, здесь у нас работают шилки, зенитки, ПЗРК и есть даже ЗРК. То есть здесь даже есть ЗРК, это даже еще похуже, чем в Сирии было. Здесь у нас расположены 3 стрелы десятых. Поэтому будьте осторожны. Желательно бы не залетать туда ближе к ним, в тыл. Стрела 10-я, она опасна. Ее ракета, она даже опасна. Вот я помню, летал на Су-25Т, она ее вообще махом сбивает, если ты... Ну, короче, высота, и высоту она берет хорошую. Это не Стингер 3500. Вот и все. Значит, задача поразить 2 колонны снабжения. Но стрела дальше стоит, она что, тоже поражает, да? Ну, Но типа, если ты ближе туда подойдешь, она может на тебя активироваться. Может ее убрать Х-58-ми? Здесь, на вот этом самолете, а Ну, ты здесь, сможешь да. ее... На Су-25Т фантасмагорию повешать? Какой Су-25Т нет? У нас грачи здесь. Все тогда отменяется. Ты же на граче появился. Ты че? Все, понял. У нас задача на грачи здесь. Здесь сама миссия сделана под самолеты Су-25 грач. Че, запускаемся? Что там, кстати, вооружение проверь. Я, короче, поставил ракеты и нары разных типов. Бомбы я не стал ставить. Почему? Потому что там высоту надо будет тогда для сброса. Ладно, запуск. Я еще один этих подвесы повешал нары. Ага. Ну, смотри, там уже сам корректируй, что тебе нужно. Вот она, стрела 10. Такая вот штучка. Но она пока в походном режиме. Но она в любой момент может в боевой встать. И тогда она будет нас везде агрить. Так, что, закрылки выставим. Высотомер. Высотомер, да. Летим мы не по маршруту. Маршрут нам указывает с позиции войск заходить. Вот, это ошибка. Ну как, не ошибка, это как бы опасно для нас.
Сейчас она нам должна добро дать. 2-4 вроде. Ну-ка. Сочи, сотый, запуск. 1:00. Сочи, запуск разрешаю. Ветер у земли 3-4-0. Скорость 3 метра в секунду. Сочи, сотый, руление. 1:00. Сочи, разрешаю руление на полосу 2-4. Готов к рулению? Да, готов, за тобой следую. Сочи, разрешаю руление на полосу 2-4. У меня так-то миссии остались на Кавказе еще. Просто мы с тобой Это Хамут, понял, Орел. Сделаем все, что нужно. купили Сирию. Я решил, надо же наши денежки-то оправдать. Я вот начал там миссии сбацать. Вот. Но будем чередовать и здесь играть, и там. Блин, разогнался я, пипец. Тут вот аэродром запутанный такой. Короче, надо еще проехать полосу. Это не та полоса. Дальше, следующая для взлета. Я раньше путался постоянно. Короче, там, где вот мы сейчас будем атаковать первую колонну, ее охраняет ЗРК «Стрела». Первое надо что поразить, это стрелу. Поэтому давай лучше я это сделаю. Она опасна. А ты тогда отработаешь уже по колонии нарами. Главное, когда будешь уходить с атаки, выход делать, на шилку не попади. Там, где вот небольшой поселок, где шилки отмечены, туда не попади. Готов? 1:00. Взлет запрещаю. Подъезжаю. 1:00. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 752,52. Сейчас смотри, значит, такую тему делаем. Выполняем взлет. Чтобы ты ко мне под след не попал. Я иду влево. По курсу сразу. Курс ты, кстати, выставил, да? Нет, я что-то сразу боевой поставил. Ну давай курс поставлю сейчас. Хотя... Я вот не помню, ППМ в горы ведет. Нет, посмотрим, перепроверим. Может, я это дело поправил. Значит, фишка такая. Я ухожу влево, а ты берешь вправо. Делаешь короткий крюк и догоняешь меня. И все. Давай, выжим. 80. Отжим. 100. 1:01. Взлет запрещаю. Блин, забыл этого спросить. 1:01. Сочи. Взлет по готовности. Ну, Что-то я почему ты опять опять быстрее меня топишь? Я не могу. У тебя там еще тяга дополнительная где-то. Меня аж относит немного от твоих следов. Так, ну все, я отрываюсь. И ухожу влево. Ты взлетай тогда.
Хотя нет, ты тоже влево иди. Нормально все. Под след только не попади, меня там контролируй. Все, делаем разворот небольшой. И идем в горы. Не, все-таки не по маршруту идем. Не надо, маршрут вырубай его, чтобы он тебя не отвлекал. Цифру 1 нажимай до той степени, пока у тебя все лампочки не погаснут. И все, тогда можно не париться. Сейчас пойдем по карте полетим. Ну, я помню, стрим смотрел, ты играл в эту миссию. Только я смотрел с отрывками, я помню, вот, когда ты сказал, типа, уходить направо. Я помню тот момент, когда ты колонну атаковал и вдоль горы, под ее устье, или как правильно называется, ты вправо уходил. Ну, принцип помнишь, да? Как работать. Ну, можно, конечно, другие способы пробовать, но я думаю, они будут неуспешными. Так, я вижу тебя. Ты у меня по правое крыло сзади. Вот если на второй ППМ выставить, то он в горы прям показывает. Второй ППМ ведет в горы, ну. А, ни хрена, это первый идет в горы, все правильно. Первый ППМ нас все-таки ведет в горы, все нормально. А вот атака. Тут уже надо на глаз смотреть, откуда лучше заходить. Ну, я тебе сказал, где лучше. До второй реки долетаем и идем в эту, между горами. Чем будешь по колонне работать сразу? Определяйся сейчас. Ну, колонну, я думаю, что если ты сейчас отработаешь точечно, то я нарами зайду. Дальше видно будет. Понял. Мне сейчас моя задача поразить ЗРК. Обезглавить колонну. Лишить ее защиты. Я же эти вешал, по-моему, эльки. Точно, я не стал вешать 29-ки. Я эльки 25Л взял. Так, ну я готовлюсь к бою на боевой. Управляемую. Я, кстати, бомбы здесь даже сбрасывал. Бомбардировкой занимался тоже. Так, все, теперь вправо идем. Все, вот уже выходим мы, кстати, на цели. Сейчас уже я буду заходить. Я вижу эти горы, между ними коридорчик.
Все, я снижаюсь и между горами пытаюсь пробиться. Захожу на цель уже. Так, лазерный целеуказатель. Вижу я свою цель. Так, лазерный целеуказатель пока вырублю, чтоб не перегреть его. Все, готовлюсь к атаке. Делаю пуск. Да, цель поражена. Отрабатываю еще по колонии. Давай, давай, давай. Все, отклоняюсь. Твоя очередь. Нарами фигач. Захожу на боевой. Сейчас с нарами будем отрабатывать. Ну и все, тот же самый маневр делаем. Уходим в горы, из гор опять заходим. Тот же крюк. Все, стрела уничтожена. Ух ты, я в захвате. Шулка тебя пытается взять. Высоко не бери высоту и сильно это. Держись к горе ближе. Все, я в горы опять уже пошел. А, у меня что, еще управляемые ракеты есть? В смысле? Вот пока тут найдешь то, что нужно. Так, я прицельными нарами хочу поработать. А что, она у меня одна, что ли? Не может быть. А, они по одной запускаются, типа. Хорошо, ладно. Там примерно посмотрел, куда они разъехались. Так, одним глазом смог заметить. Ну да, они там чуть вверх, чуть дальше отъехали. Я по двум целям успел отработать, третью не успел уже. Я захожу еще на атаку. Но я ведь, судя по всему, никого не уничтожил. Это так, ранил. Ну, нарами сложнее. Это... Нарами, видишь, ближе надо подлетать. Тоже не всегда они уничтожают. В основном повреждают. Пехоту, да, они быстро нейтрализуют, а технику... В последнее время я нарами тоже не могу технику нормально уничтожить.
Мне иногда ее пушкой проще. ВПУшкой проще уничтожить технику, чем нарами. Потому что точность... Так, да, она более это в разброс, как артиллерия работает какая-то. Так, ну что, я захожу опять. Сейчас буду работать точечным. А, нет, не точечным, обычными нарами отрабатываешь. Атаку выполнил, ухожу. Зенитка работает слева. Что там, в колонне-то живые остались? Да, да, остались. Шилка меня пытается загреть. Но так как высота низкая, не получается. Да, остались. Ты можешь на карте даже посмотреть. Сам нажать и посмотреть, кто там целые. Сколько там целей осталось. Ой, ну там еще нормально. Там еще беттер где-то и БМП спряталась. Блин, ну я не знаю. Я уже пустой. Я сейчас на базу скоро. Сейчас еще нарами отработаю на базу. Нам придется на базу возвращаться. Боекомплекта нам стопудово хватать не будет. Не, кстати, о, мы сейчас можем пушкой. А ты пушкой работал вообще хоть раз? Ну, пытался. Сейчас Ну, все, захожу на боевой пока. Давай. Под БМП не попади только. БМП-2 на карте, если смотреть, она прям на дороге стоит. Не понял, что такое. Чё, блядь? Чё к чему? На одном пилоте? Танк отработал. Ну, я ее поджег, она должна сейчас сдохнуть. На одном пилоне ракеты остались, и все, и нету больше. Это как, блядь? Че, не попал по цели ты? Почему отстрелял там 80%? Я думаю, что она сейчас должна умереть. Короче, для тебя пока это репетиция. Ну да, да. Захожу на третью атаку. У меня просто как-то интересно так было все. У меня, получается, все нары ушли, один пилон остался еще с нарами. Но их там мало. Я ж, наверное, пушкой отработаю по БМП. Сейчас попробую БМП поджечь.
Нифига, Бэху не видать. БТР поджег. Бэха за склоном. Бля, я не знаю, как на нее зайти. С высоты придется заходить на нее. По мне опять работают зенитки. Сейчас я попробую набрать высоту. По БМП отработать. Не, мне не получилось с этого угла зайти. Бэха, и она находится в таком месте стрёмном, честно скажу. Ее не так легко взять еще. Блин, почему-то БМП в последнее время очень много хлопот доставляет. Так, что там, нары есть? С нарами еще ударю. Что у тебя по остатку? 1200. Ну, еще нары есть и 2 управляемые. Над горами могу летать 2400 высоты. Вроде меня никто не берет. Но я все равно как бы не наглею, потому что может ПЗРК сюда достать. Так, готовлюсь к атаке. Сейчас нарами отработаю. Цель поражена. А там вот под горой справа кто стоял? Что за транспорт? Там Урал и этот БМП еще. БМПху я поджег все. Урал еще живой где-то.
Остается у нас ЗИЛ. Короче, 4 техники остается. Чисто машины. Машины остаются. Ну, блин, их сейчас надо будет выцеплять как-то. Не видно их тогда сразу. Да, их плохо видно. 2 Урала, ЗИЛ и спецтехника какая-то. Либо заправщик. Я сейчас с высоты работаю, то есть я пытаюсь заходить и не с низкой высоты, а с высоты, чтобы увидеть цель хотя бы. Их не видно. Но ты также с ущелья заходишь, да? Да, только на высоте уже. Лечу по тому же маршруту, как мы, по атаке, но только выше высота у меня, 3500 сейчас. Тут на высоте туман. Еще поразил одну единицу. На высоте туман? Не знаю, меня нормально, хорошо видно. Главное не перестараться из атаки выйти, а то можно и носом воткнуться. Он разгоняется быстро. И, считай, пустые сейчас летаем. Ой, я за этот спецтехнику сжег. Все, там остался ЗИЛ и этот... И 2 Урала. У меня, кстати, воздух есть, ракеты, если что. Можно будет их... Смотри, если мы эту колонну сейчас, если уничтожаем, то прибывают эти грачи вражеские. Так что там вот я не знаю, может бой воздушный получиться, может быть. Вообще, как бы я тогда и хотел заманить на нашу войска сторону, где наши войска, чтобы их ПВО сбили. Помню так. А получалось как? Они взлетали, летели, а мне в этот момент надо было боеприпасы заряжать. Я на базу уходил, пока заряжался, они прилетят, посмотрят и улетят. Но они это налегке, у них только воздух-воздух. Поэтому если с ними сражаться, они по маневренности стопудово будут лучше. Но прилетают они 100%. Прям 100%. Сейчас вот эти машины добьем, они уже прилетят сюда. Сейчас даже я посмотрю. О, ты ЗИЛ поджег, что ли? Да, я убрал его. Все, молодец. Так, надо теперь тогда понять, где эти Уралы. Они, получается, у нас по дороге... А, так они в кустах, блядь. Не так просто будет с ними возиться. Где-то в траве сидят, да? Туда бы нарами зафигучить. Так, тут тропинка идет. Дорога грунтовая. Они после нее идут, да? Ну что, будем по кустам стрелять тогда. Так, остаток 1000 килограмм. Надо будет еще в обратку сейчас. Топливо. Давай еще по атаке и все, и на базу. Давай, мне потому что 900 осталось. Угу. 900. Стекло это, блин, еще постоянно уплывает. Ну это да. Ну ты приноровился его это
Вверх Да, вниз. я на крестике назначил на хатку. Ага, Вверх-вниз. ну и Успеваю. все. Угу. Ну все, выход у нас ко второй колонии уже есть. То есть с этого же направления можно на вторую колонну зайти. Блин, а тут эти тропинки. А, ну они вот здесь сидят. Где-то вот здесь. Блин, не долетают. Вон, вижу, один дымит, по-моему. Нет, показалось. Выходим с поднятыми колесами. Че они там гасятся-то? Ладно, я атаку выполнил. Давай, я на базу. Ты что, в атаку тоже пошел? Да, я сейчас нары откидаю. И Давай всё, по выхожу. этим, по деревьям фигач. Где-то там они. Все, и на базу, да. Тут, наверное, еще целесообразно при прилете на базу ремонт запрашивать, потому что дальномер-то поджигается, когда долго используешь его, да? Ну да. Я по воде на базу. Пойду с кораблями поздороваюсь. Ты смотри, может тем же маршрутом вернуться. Нам сейчас надо вооружение взять такое, чтобы мы смогли, наверное, на вторую колонну перейти. Но нам надо грачей как-то обмануть, которые будут тоже прилетят к нам. Что второго не вижу. А, вон там стоит все. Это наши корабли. Ну что, ты ударил по ним? Ударил, да, там по сапатке немножко получил при отлете. В смысле, я кто-то зацепил? А сзади на отходе. Сильно Ну, зацепили? Не, нормально. Так, чуть-чуть поцарапали. 1:00. Сочи. Следуйте курсом 282. Удаление 2-2. Давление 752,52. Посадочный
Ты там не это... Я, короче, к аэродрому приближаюсь, а ты где? Я по морю тоже полетел посмотреть корабли. Ну все, тогда за мной будешь приземляться. Сколько у тебя остаток? 600. Ага, у тебя даже поменьше будет, у меня 700. Тягу маленько сбавь. Сильно не горцуй. Че, с воды будем заходить тогда? Вижу корабли, атакую. Какой это наши корабли, блин? Шучу, шучу. Я понял, конечно. Шутник, блин. Так, маленько это, в эфире тишину сбавить. Точнее, разбавить, разрядить обстановку. Ты уже один раз что-то атаковала, не помню. В этой, в ДКСе же, да, помню? Было, да. Я-то тебе Да, верю. Если ты не говоришь верю. атакую, это значит я верю тебе. 1:00. Сочи. Проверьте угол шасси. Ветер у земли 3,4,0. Скорость 3 метров в секунду. Посадочный 0,6. Я левую полосу тебе опять оставил, если что. Там же под углом надо заходить, да? Там прямая полоса, это маленькая. Да, не перепутай, самое главное. С кораблей, со стороны кораблей летишь, первая полоса, это на нее не заходи. Следующая полоса твоя основная.
твоя полоса вся свободная, левая и правая, если что. Я отошел на парковку, тут рядом. Так что можешь хоть это боком заходить, как хочешь. Главное, цел останься. Понял. Ремонт. Командир, нет возможности. Ремонт. Принял. Есть касание. Крылом земли или кабиной. Колесами. А то касания разные бывают. Да ладно, шучу, я видел, как ты приземлился. Вот, Посадка. следующий, смотри, сейчас вот слева карман, и следующий слева еще там карман третий будет мой. Можешь ко мне парковаться. Ну да, тебе он крыло пощипали, вижу. Я что-то мелкое отработала. Танк, что ли? Пулеметом. Либо зенитка маленькая. Сладко была. Скорее всего, это... Ну, блин, хорошо тебе гидравлику не выбили, а то обычно бывает к этому все дело идет. Ремонт. Принял. Заправка по плану. Я, короче, фабами заряжаюсь. Принял. Ты бери нары тогда, давай добивай ту колонну потихоньку, машины те. А я займусь второй колонной, начну сбросы выполнять. Но с высоты, правда, буду работать. Так, что у нас там цели-то остались? Я думаю, управляемые брать, не брать. Бери наров побольше, управляйки. Блин, управляйки, слушай, нет, наверное, лучше бомбы. Там мы сильно низко не сможем работать. Единственное, можно использовать нары на высоте, на удалении, я не знаю, и бомбы. Спускаться меньше 3000 высоты, ну, хотя там и так зона ЗРК. Ну, хотя бы под шилку и под ПЗРК не спускаться. А ЗРК, ну, тут как не знаю, как повезет. По сути, мы играем со зверьком. С медвежонком Гризли. Когда вот они запустятся? Они в любой момент могут запуститься. Смотри, единственный еще нюанс — это колонны тут добивать, когда сейчас будешь. Там эти Уралы, я не знаю, грачи же припрутся, надо что-то с ними сделать.
Либо придется отойти на время куда-нибудь в сторону. Ну, я R60 с собой взял. Это бесполезно. Это бесполезно. R60. Нет, почему? Если ты прям на хвост сядешь туда, так они налегке, их очень сложно будет поймать. Мы же с тобой, видишь, вооружены. Так, сейчас, секунду, пока заряжаемся. Командир, борт заправлен. Командир, оружие подвешено. Все, я готов. А вот эти нары, ты, которые взял, они вроде как помощнее, да? Но их меньше. Не, у меня эти S13, ну я взял. Но я их взял для атаки с расстояния. Их мало, но... Я взял 500-е фабы, пару ракет взял, управляйки. Опять же, для чего? Ну, если что, если шилку обнаружу, то по ней ударю. А так, туда спускаться не хочу. И Так, всё. что мы сейчас, значит, на высоте должны работать, да? Нет, ты подожди, я продолжаешь, ты добиваешь ту колонну, там осталось 2. Так там один Урал остался. Надо его вычислить, сжечь и все. А я начинаю пробивать уже следующую потихоньку. Буду сбрасывать фабы тогда на них. Хотя туда бы тоже нарами отработать. Что, запускаемся? Мне еще ремонт надо выполнить. Сочи, сотый, запуск. 1:00. Сочи. Запуск разрешаю. Ветер у земли 3-4-0. Скорость 3 метров в секунду. Сочи, сотый, руление. 1:00. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Пойду я потихоньку на исходную, меня догоняй потом. Хорошо, давай. 20 секунд у меня осталось. 2 минуты. Взлет запрещаю. 1:00. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению
Я чуть оттянусь, потому что сгруженные. Надо разгона. Все-таки какой грач красивый, да? Да. Все на месте. Ожидаю тебя. 30 секунд до ремонта. Горючку экономлю. Нынче она дорогая. Я теперь, короче, если надо что-то ждать, я глушу двигатель. Я думаю, здесь на холостом тоже жрет. Таковы современные реалии, да? Ну, так и прилетаем на базу. У нас очередь из грачей, так и на заправку. Ты все же, когда заходил на атаку, на финальную, на крайнюю, ты Урал все-таки поджег, я так понял. Да, поджог, ага. Ладно, запускаемся. Сейчас, подожди, я запущусь. Смотри, ты, значит, идешь через горы. Там безопасный маршрут у нас. Не, давай пойдем вместе. Я потом оттуда зайду, ударю в колонию. Последующий. Так, ну чё, готов? Да, готов. Давай выжжем тогда. 80. Погнали. Сотка. Выполняю отрыв. И чуть влево беру. Я чуть выше тебя. Ну теперь ты меня по высоте опередил.
Так, ну пойдем в горы также, значит. Все, фары вырубаем. Тяжеленький грач. Полный. Ну да, вес чувствуется. Поэтому я тебе говорю, с грачами теми нам не тягаться. Нам придется будет это покинуть зону, либо их вывести на наше ПВО. Но мы не можем боекомплект сбросить, нам он нужен сейчас. Нифига, у меня там просто, как у, знаешь, эти паровозы-то Второй мировой. Ну, у тебя что-то масло подъедает, видимо. Вообще жестко. Слушай, по-моему, мне маленько не тот стандарт залили. Это горючки. С этих сил второго, наверное. У них же тоже там, они, это разные, эти горючки-то. Вот эти самолеты-то, которые летали на горючем-то во Второй мировой, у них там своя какая-то. Посмотрите вправо, здрасте. О, привет. Здесь знаешь, что еще классно в этой игре? Помимо как качества картинки и все такого. Оптимизация сетевой игры. Ты заметь, мы с тобой играем, у нас не лагает, ничего. Вот я создал, у нас вообще никаких ни рассинхронов нету, ни, ну пинг, вот, при том, что у тебя пинг 70, вот, я вот у тебя дергаюсь, вот ты за мной летишь, дергаешься, ты вот у меня Нет, у меня вот вообще фризов нету. У меня вот тоже, то есть ты вообще у меня не дергаешься, ты как будто ты по локалке со мной играешь. В том, что если так вот размышлять, фига себе, такая карта большая, столько надо прогрузиться всему, плюс текстуры, ну, классно, классно. Не надо супер хост какой-то тут создавать. Вон, я говорю, создал свой сервер и все к тебе заходит, играют. Да, игра, конечно, в этом плане десяточка прям. Из десяточки. Да, все классно было. Я не знаю, почему они ракеты ломать стали. Что-то они, может, что-то... После недавнего обновления относительно, типа там 2-3 месяца назад это произошло. До этого нормально все работало. Я же играл на Су-25Т. Да-да-да, я всегда использовал эти ракеты вот 25 МЛ, которые они хорошо мне нравились. Во-первых, у них дистанция такая средняя, вот, ну и вес небольшой. Я сегодня создавал тренировку и смотрел, как они работают на СМ-ках, эти МЛ-ки. И они, в принципе, могут попасть, если прям с самой дальней точки их запускать, то есть не дожидаться, пока у тебя там только-только пуск разрешен, запускаешь, и они бьют чуть-чуть выше, но в принципе попадают. Если это с середины дистанции, то они в молоко уходят. Ну вот на граче ты можешь их использовать, прицел ты можешь регулировать ниже, выше на граче. А если ты будешь использовать на самолете Су-25Т, то тут, конечно, уже момент. Там идет захват по этому, скажи мне, я скажу, по дальномеру. Вот, он его сам захватывает, у тебя шквал. И ты ничего не сделаешь. Ракета стопудово уйдет у тебя мимо. А этот ты можешь подкорректировать прицел. Вот и все. То есть на граче их можно еще попробовать использовать. А вот на таких самолетов, как ИСМ, Су-25. Подожди, но там же тоже прицельную марку ты двигаешь, она также корректируется. Нет, если он производит захват, все, ты ее только можешь отдалять.
приближать, все, больше ты ничего не сможешь. То есть он тебе сам, эта рамка, она тебя захватывает, прицел сам, цель сама захватывает. Все, вот у нас наш маршрут. Так, что тогда я выставляюсь на бомбардировку? Давай. Так, серия нет. Что, у меня по 4 стоит? Нафига? Одна. Так, значит, работаю фабами 500-ми. Да, сейчас будет риски. Высота у меня над горами 3200. Пробую бомбардировку. Че, попарно отработать? Ладно, парно буду работать тогда. Чтобы вспомнить, где цели мои. Блин, сюда, не сюда. А, я их не вижу. Так, подожди. Блин, сейчас могу огребсти. Блин, я не помню. Так, вот она, дорога идет. Высота 4. Так, они между поселками где-то. Что, ты нанес поражение Уралу? Ну, Да, отработал. ну, он еще живой, блин. Ух ты. Это по мою душу, да? Шилка пытается меня поймать. А меня тоже захватывает. Главное, чтоб ЗРК меня не поймала, вот это да. А ты... Ай, блин, я тоже не загрузил. А, короче, первый полет, когда мы с тобой выполняли в эту миссию, я ДО еще себе загружал, а сейчас что-то не загрузил. ДО это, кстати, против ЗРК неплохо обманывает. Просто ЛТЦ не помогает. Бывает, все зависит от типа ракет, который в тебя идет. Так, ориентиры, значит, 2 поселка, между ними это техника где-то. А, вон вижу. Один квадратный маленький такой, другой больше. Ну что, начинаю фабить тогда. Высота большая, не знаю, фабы справятся, нет на такой высоте. Ну тут главная точность, не дергаться. Готовлюсь. Сброс. 2 пошли. Сброс выполнен, цели поражены. Ой, я даже стингер зацепил где-то.
Но задачку основную-то все равно. Ух ты, они разъезжаются, смотри, живут как тараканы, блин. Но тачки зацепил нормально, значит. Результат есть. Высота 4500. Держим планку пока. Зараза, разъехались. Так, работа нарами. На удаление с высоты попробуем сейчас отработать. Так, один Урал уничтожен. Либо ты уничтожил. Ну я там кого-то подбивал, Нет, я это- просто не успеваю читать, я ухожу сразу. Ну. Нет, тот Урал еще цел. Я вот не знаю, под горкой он стоит, это он живой или не живой, блин. Готовлюсь. Вижу, даже поддымляет там один. Сейчас попробую в него зарядить. Все, отработал нарами. Есть попадание. Кого? Шилка? Какая нахрен шилка? Ты там по шилке работаешь? Так, все, ты первую колонну добил. Молодец. Ура! Вот, ну тут я маленько поцарапал. Сейчас грачи к нам будут подходить. Я не знаю, ну давай попробуем, конечно, их встретить. Блин, но у меня бомбы еще, я тяжелый. Сейчас я еще бомбу... ЛТЦ. Сейчас афабами еще отработаю. Вес надо сбросить. Четыре единицы техники, там еще целые. 2 повреждены. На карту посматриваю, я пока просто занят. Сейчас буду бомбить. Посмотри, там грачи далеко. С аэродрома они взлетают вражеского. Пока не вижу, сейчас разворачиваюсь. Так, готовлюсь к сбросу. С 4400. Ах ты, блин, сильно закренился влево. Отклонение, наверное, будет сильное. Нет, попал. Попал, но не убил, да? Живые остались. Сейчас вон взлетать будут 2 Су-25.
Ну, у меня все, фабы я это потратил, все остались управляемые ракеты. Также были это потрачены нары. Остались управляемые ракеты. Туда спускаться опасно. Попробуй ты поработать. У тебя есть боекомплект? Да, есть, я тут, блядь, короче, неправильно сработал, блядь, стреляют. Уходи, уходи, уходи. Ты высоту, у тебя какая высота? Зачем ты так низко летишь там? Низко только здесь надо было. Выравнивайся, давай, уходи. Там не надо на такой низкой высоте. Тебя там быстро они расстреляют. Да я, короче, управляемыми хотел зацепить. Короче, в итоге смотрю, у меня захват не происходит. Блять, у меня нары были включены, ё-моё. Это бывает такое. Так, Шилка пытается меня взять. Но у нее не получится. 5000 метров, это вообще не ее. Блин, я бы управляйка бы пострелял, конечно, но... Это как в лужу пукнуть. Там просто они, это, машины эти на расстоянии. Их надо вообще нарами или фабами, короче, добивать. Лучше бы нарами. А вот ракеты можно использовать. ЗУ-23, там Урал, вижу, зенитная установка. По Уралу что ли зарядить? Так, чё, какие у тебя действия? Что ты делаешь? Сейчас буду заходить, управляемыми работать. Повыше сейчас поднимусь. Короче, ты решил это... На низкой высоте все-таки будешь. Ну ладно, давай, я тоже попробую. Давай отрабатывать основные цели тогда. Машины снабжения. Блин, ну по таким углом это будет не очень. Надо ниже. Блять, как бы зайти-то? Фишка в том, что вот ниже сейчас спустишься, все ЗСУ с ЗУ, все твое будет, блин. Вот в чем особенность. Короче, попробую зенитку сейчас ликвидировать, а то она нам не даст подойти к ним.
Не, Сейчас пробую зенитку не работать, смогу работать. ликвидировать. Угол не тот, зараза. Ладно. Где эти гады? На. Давай, давай, давай. Фу. Про это я и говорил. Веселье начинается. Так, я над морем. Почти. Сейчас буду высоту набирать. Ну, одну машину я сумел сжечь. Я Урал забрал. Отлично. Так, у нас там 3 единицы остается. Блин, да кто стреляет-то, где они Ё-моё. все? Я тут еще это со стрелой не хочу. Опа, все, грачи взлетели. Так что это готовься, так сказать. Блин, у меня эта ракета ни туда, ни сюда. Сейчас еще попробую управляйку запустить, если успею. Так, где они там стоят? Слушай, наверное, не успею я ни хрена. Блин, она мне перевес на крыло дает. Вот в чем проблема. У меня тоже одна ракета с перевесом лечу, блин. Здесь в воздушном бою на сушке, на обычной, там захват делать не надо же автоматически, да? Но надо наводить вот это стекло. Я понял, не наводить. Давай, 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 давай. Есть поражение. ЛТЦ. Я ухожу в наши горы. Так, высоту надо резко набрать. Так, ну я отработал еще одну ракету, выставляясь на ракеты воздух-воздух. Все, грачи подлетают к нам. Что, мы их здесь будем встречать или на них полетим? Да здесь над горами, они сейчас сюда прибудут. Если они сами это не сдрейфят, а то они сыкливые, кстати. Я как-то один раз хотел с ними подраться, они на базу ушли. Ладно, я тогда здесь пока кругаля дам. Че у тебя по остатку? 1200 у меня. 1200, ну. Че, не видишь их пока? Блять, какая у них высота там, интересно? Я их просто на карте наблюдаю. Мне бы с тобой бы их не перепутать, блядь. Ну я позади тебя. Вот, Я, по-моему, это вижу вот. одного. А, нет. Блин, Да, надо да, мне- это он. О, я прям с кем-то это в лобовой, он где-то снизу меня. Иду Я к тебе. наверху лечу, я на высоте, если что. Так, вон вижу самолет один.
Блять, он уходит. Ага. Их надо вести до конца, вот в чем проблема. Пуск один сделал. Он обороняется. Пушка работает. Да ну вас нахуй. А, во, вижу. Не хоть на какой высоте примерно ты? Это не ты летишь тут? Нет, это не ты. Я высоту набираю. Блядь, где ты? Я потерял его опять. Ладно, ЛТЦ запускаю. По мне работают. ЛТЦ пускаю. Маневрирую. Он на хвосте у меня. Я пуст, у меня ЛТЦ закончились. Так, я пытаюсь его вытянуть сейчас на наше ПВО. Мы сейчас летим над тем же ущельем, где мы с тобой колонну атаковали. Да, он за мной летит. Я со вторым бодаюсь. Он работает по мне. Ах ты, блядь. Он в кабину мне попал. Или что за глюк? А, нет, он не... А как он так попал по мне, смотри. А все, меня нету. Я разбился. А у меня, прикинь, самолет целый, а меня нету. Ну, получается, меня убил, что ли? Убил, да. А как так возможно вообще? Самолет целый, а меня нету. В кабину попал в него. Оно... Как он в кабину попасть, он сзади летел. Он пытается за тобой теперь гоняться вдвоем. Один вообще на низких летает. Но, блять, вот эта ракета Р-60, она стрёмная. Вот Р-73 запустил и забыл, она идет. А Р-60 надо вести до конца на этом прицеле. Попробуй пушкой его отработать. Или ракета хочешь. Давай. Ты уже почти на хвосте. Не смотри, он что творит. Я его потерял. Он у тебя вообще сзади теперь, слева где-то. Бля, ну с таким весом тебе только с ним гоняться. А у тебя по правую сторону еще, зараза, они тебя начинают тиски сжимать.
Остаток 800, блин, мне еще уходить надо. Давай, уходи, веди их на ПВО. Только ЛТЦ используй, они сейчас будут ракетами работать. Хрена он чудит вообще. Слушай, ну я их маленько недооценил, этих фокусников. Они тут вообще, короче, это вытворяют. Слушай, ну у тебя на хвосте. Давай, терпи. Он тебя будет вести до конца. Пробуй их на ПВО вывести. Ты что творишь? Что это за маневр такой? Сбиваю их с толку. Так он за тобой гонится. Тащи их на наше ПВО. Пускай их Тунгуска отработает. Ниже бери высоту и все. Там у носа у нас еще. Сейчас она им даст по башке. Тащи к нам. Корабли у наши там. Давай, пускай тащат. Один, видишь, сдрейфил, все, ушел. А второй за тобой гонится. Ненасытный, блядь. Пушка работает по тебе. А, не, ни хрена, его, по-моему, подбили. Все, на тебе. Блин, классно. Вот видишь, какая идея у меня была? Подбили его, да? Да, его оса сбила. Блин, вот я маленько не дотянул. Я не знаю, как он меня так выбил. Вообще не понял. Мне пилота просто убили в кабине, блядь, и все. Как через спину, блядь. Через весь двигатель пробили, да? О, ну, блин, тяжело было, конечно. Он у меня его чуть-чуть, он уже в захват попадал. Но ракурс был неудачный. Так, ну ничего, не сдаемся. Война есть война. Сейчас еще запускаем один грач. Резервный, так сказать. Что тут из вооружения? Сейчас надо перезарядиться. Давай на базу, заряжайся тоже. Блин, ну там воздух у них летает. Слушай, ну это вообще не миссия, это тут компания, у тебя тут триггеры, все, помощь к ним подладит, вообще интересно, конечно, молодец. Тут, да, бой. Вообще крутяк. Я, кстати, за все время первый раз с ними дерусь. Я ни разу с ними не дрался. Они постоянно улетали. Ну, видишь, видать, я залупился сейчас на них. И все, они в бой пошли. А так не залупался, они не трогали. Ну, у меня что-то он это свистит самолет, я слышу. Что-то это, есть такое, меня подбили где-то с земли. Да-да-да, тебя подбили, скорее всего. Так, что? Я нифига эти боеприпасы все скинул. У меня скорость 850. Да блин, ну я вроде отыграл нормально, я вот чуть-чуть не долетел, блин. Вот это стрёмно было, конечно. И он меня, получается, как-то прошиб. Я хотел его вывести вот как раз на осу. Оса его отработала. Ладно. Война есть война, чё. У меня, кстати, не было воздушного боя ни разу здесь. Первый раз. Перезарядка по плану. Прием. Все, у них один самолет остался, он ушел на базу. Они самолет тоже потеряли. 1-1.
Ну, у них вроде как эти ветераны и асы стоят, поэтому они хорошо летают. Не, ну я 2 раза на него выходил, конечно. Первый раз почему-то ракета у меня, я говорю, ракету эту надо вести до конца. Р-60, она в этом и сложное. Я Р-73 на Су-25Т летал, использовал ракеты Р-73. Вот Р-73 вообще офигенная ракета. Она прям поражает цель. То есть вот ты пуск делаешь, и даже если маленько отклоняешься, она все равно долетает до цели. Если он ЛТЦ не вовремя пустит. А вот Р-60 нет, ни хрена. Вот тут ты чуть-чуть начинаешь маневрировать, либо он. И все, она уходит в сторону. Либо эту ракету Р-60 надо использовать сильно близко уже, чтобы он точно не смог от нее отмахнуться. Но это, блядь, надо постараться приблизиться так. Ну, либо чтобы он летел ровненько, как будто в походном режиме, наверное, я не знаю. Но они маневрируют-то, хо-хо. Маневрируют, плюс еще постоянно ЛТЦ откидывают. Ракета же тоже может обмануться. Ну, а ты просто не видел, а потом на стриме посмотри, я за ними следил же. Они бочку крутят каждые 5 секунд. Запуск. Будем считать, что тебе это еще самолет высылает в поддержку. Ты сейчас на базу летишь. Ну, либо замена. Все, я сел. Ну, я уж считаю, вот на такой войне, вот сейчас, которая там же как война идет у нас, навряд ли потерь бы не было. Все равно какие-нибудь самолеты. Но, блин, больше обидно было, что у меня, блядь, в кабине убил сразу. При том, что я к нему жопой летел. Ладно бы там в лобовую. Ну да, здесь так, по таким независимым от тебя обстоятельствам ты погиб, ты по сути. Просто не повезло, наверное. Ну ладно, чё. Не, у меня нет опыта работы с ракетами Р-60. Я еще раз говорю, я не истребитель, я штурмовик. Вот, для таких вообще задач, которые у нас сейчас была, хоть мы и приняли бой, мы, по идее, не могли бой не принимать. Могли свалить, просто их на Тунгуску подразнить, и все. Их бы позбивало ПВО. Истребители должны нас прикрывать. Мы же штурмовики. Вот. Но так как мы вдвоем летаем, истребителей здесь нету. Вот. Ну, я принял решение принять бой. Вот мы начали биться. Хотя могли бы с тобой отойти. Ну ничего, зато посмотрели. Не, с ними драться можно. Просто надо это... тоже их обманывать уметь. Я помню, как-то один раз на Су-25Т сумел обмануть тоже грузинский грач. Избить его. Ну, это было прям классно. А, ну там сам это ракета Р-73, опять же. 1-0-0. Сочи. Запуск разрешаю. Ветер у земли 3-4-0. Скорость 3 метров в секунду. Сочи. Сотый. Руление. 1-0-0. Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Так, ну чё, я давай тебя жду. Заряжайся, ремонтируйся и снова в бой. Все, больше нам воздух не помешает. Надеюсь. А то вдруг он опять залететь захочет. Чё он опять начинает? Чё мне нравится? Я же не на полосе стою. Электрику вырубил, фонарь открыл. Да, да, все выключено.
Или может это считается полосой, мне надо вот именно вот сюда заехать, где ты, потому что здесь ты видишь пересечение полос, может из-за этого. Да почему? Здесь без разницы. 1:00. Взлет запрещаю. 1:00. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме. О, час на 300. согласился, нормально. Управлению 752, Уговорил, да? запятая 5,2. Так, ладно, давай тогда. Я тебя на исходной буду ждать. Откатываюсь. А, у меня хвост разбит, я думаю, что там сзади шипит. Сочи. Разрешаю рулей на полосу 2-4. 1:00. Взлет запрещаю. 1:00. Сочи. Взлет по готовности. Отход по схеме на 300. По давлению 752, запятая 5,2. Все, я на исходной жду тебя. Так что потеряли мы. Ремонт не сработал. Надо, чтобы сработал. Потеряли мы один штурмовик в воздушном бою. Был убит через корпус пилот. Самолет-то целый был. Просто пилота убили и все, через корпус пробили. Я в шоке, конечно, до сих пор, что так можно здесь. Ну, обычно я привык, меня там в кабине, если в лобовую, либо сбоку где-нибудь. Ну, сзади, блядь, прошибить. Через движок, хвост, корпус и убить пилота, я не знаю. Слушай, а он не мог от перегрузки погибнуть? Чем он тебя, он в ВПУ по тебе стрелял? Да, Пушка или ВПУ. Ну, есть вариант такой, что он мог меня вообще, даже не он меня сбил. Бля, где это посмотреть? А, нет, это он меня. Он меня... Подожди, а почему ракеты пишут? Ну, значит, ракетой подбил тебя. И убил пилота. Был прикол, смотри, как надпись у них. Сначала, типа, я погиб, а потом он оповещает. Синий уничтожил, применив ракету Р-60. Хотя ни взрыва, ничего не было. По самолету попадания-то не было. Как она у него применилась, не знаю. А чем Р-60М отличается от обычной Р-60, знаешь, нет? Давай прочитаем.
Так. Сейчас. Ракета малой дальности. Это целая история. Такой конкретно не могу понять. Сравнения не вижу. Хотелось бы в двух словах. Ну, тут как-то не получится, наверное. Ладно, сейчас такой вопрос задам. Спроси у Алисы. О, да, кстати, ты гений. Одна голова хорошо, как говорится. Мы ж напарник, ё-моё. Что там летает надо мной? А, это 24. Привет. Привет, рада тебя видеть. Как день проходит? Рассказывай. Можем про что угодно. В ДКС играю. Подскажи, ракеты Р-60, Р-60М, воздух-воздух, чем отличаются? Хороший вопрос. В игре DC эти ракеты действительно часто путают. Но разница есть, и она влияет на тактику. Я коротко разберу, в чем хороший вопрос. В игре DC эти ракеты действительно часто путают. Но разница есть, и она влияет на тактику. Я коротко разберу, в чем соль. Р-60 – это базовая версия. У нее тепловая головка самонаведения ГСН Камар ОГ-60И с неохлаждаемым фотоприемником. Угол целеуказания примерно минус 12 градусов. Из-за этого ракете чуть сложнее поймать быстро маневрирующую или уходящую под острым углом цель. Боевая часть БЧ стержневого типа весит 3 килограмма. Максимальная дальность пуска около 7-8 километров и сильно зависит от высоты. Чем выше запуск, тем дальше. Р-60М – модернизированная версия. Главное улучшение – ГСН Камар-М, АГ-75 или ТГС-75 с охлаждаемым фотоприемником. Это заметно повысило чувствительность. Угол целеуказания расширили примерно до плюс-минус 17-20 градусов. И ракета стала эффективнее перехватывать цели в передней полусфере, даже если те активно маневрируют. Еще в Р-60М увеличили массу боевой части до 3,5 килограмма. Стержни сделали с сердечником из обедненного урана. Короче, это модифицированная ракета. Р-60, она типа должна быть лучше, чем Р-60. Ой, Р-60М должна лучше быть. Ну, по сути, получается, у нее угол атаки, видишь, другой угол захвата. Здесь 12 градусов всего лишь отклонение от прицельной марки, видимо, а у той 17. Как дела, капитан? Что-то меня прям так по званию. Да нормально все, самолет один потеряли, бой продолжается. Наносим по тылам удары. 01. Остановитесь. Грача одного потеряли. Вместе с пилотом, кстати. Остановитесь. 101. Остановитесь. Так, что у нас две техники осталось, надо добить. 01. Остановитесь. Все, у них грач это в гнездышко зашел один. 1. Короче, у врага грач один потерян, у нас тоже 1-1. 1. Да он задолбает сейчас. Че, взлетаем? Давай. Остановитесь. Зажимай. 101. 80. 101. Остановитесь. Отжим. 1. Сотка. Остановитесь. 101. Остановитесь. 101. Остановитесь. 101. Остановитесь. 101. Остановитесь. Блин, я только сейчас закрылки открыл.
Хорошо, хоть вспомнил. Отрыв. Остановитесь. 101. Остановитесь. 101. Остановитесь. Я влево резко ушел. Извини, товарищ подполковник, да ты чё? Я вообще это рядовой. Откуда ты такие звания берешь для меня? Я еще не дослужил до такого в играх. А, все, я понял откуда. В бильярде. Точно, я же в бильярде уже майор. Надо было сразу догадаться. Да. Ну, капитан мне, подполковник мне еще далеко, майора бы хоть дали бы уже. То все капитан уже пора расти мне. Не хотят поднимать. И медальками все успокаивают. Так, что тебе сказать? Высоту набираем туда. Ты каким будешь орудием работать? Какими типами? Там точечные же стоят, я думаю, управляемыми хотел. Так, ну я буду фабить тогда. Потом буду нарами точными. А, у тебя нары точечные тоже, да? Ну, нары есть, я эти элки еще взял 2 штуки. Короче, наши цели 2 грузовика остались. Все, остальное уже пофиг. А, там грузовики остались, там нет Да, тяжелой, да? заправщики, Урал, все. Остальное не будем трогать, смысл время тратить на это. Нас другие дела ждут. А, ну тогда можно и нарами отработать, чтобы не Да, тратить. я думаю, можно нарами тоже. Но я все равно фабы сделаю. И пускай парно сразу, чтобы у тебя Ну. перекоса не было. Не понял. Я не взял бомбы, получается. У меня только управляемые ракеты и эти нары. Ну, нары тогда будем. Ой, я этими С-13 сейчас заряжу. Так что, Игорек, ты пропустил интересный момент. Потом стрим перемотай, глянь. Я думаю, будет интересно. Под печеньки. У нас тут такой воздушный бой был. Мы, короче, колонну одну разнесли, снабжение, второй занялись. Потом прилетело вражеское подкрепление, 2 грача. Вот, у нас завязался с ними бой. Я хотел потом это... Короче, сначала я наступал, косой оказался. Потом за мной начал летать грузинский самолет. Я его хотел вытянуть на наше ПВО. В итоге он меня прошиб через корпус, убил пилота прям в кабине и все. Ты что, по берегу решил пойти? Да, зачем эти горы? Все, можно в лобовую идти на высоте. Главное, под шилку не попасть и все. Ну, прощупали их. Ни хрена у них ЗРК что-то не хочет работать. Либо ленивые, либо мы так летаем аккуратно, что они нас не достают. У них единственное ПЗРК вот был, но я его накрыл, Стингер. Еще сразу первым ударом. Шилки остались, зенитные установки, эти машины с зенитной установкой. Так, все, готовимся. Сейчас нарами отрабатываем сначала. Блин, они тут поразъехались. Один Урал где-то на углу, второй там где-то на углу. Слушай, у меня глюк какой-то, прицельной марки не вижу, куда-то исчезла, блин. Может, ты не выставил боеприпас? А, ты, он в самом низу, он как бомба, прикинь. Вот этот боеприпас, который ты сейчас будешь использовать, он как бомба. Так что имей в виду.
Я-то С-13 сейчас буду наносить поражение. Вижу цель свою. Все, нары запустил. Набираю высоту. По технике отработал, но она целая. А, вон, Урал сейчас к ней подкатит. Давай, подкатывай. Они еле живые. Сейчас можно точечными нарами по ним работать. Все, давай, можешь их добивать. Слушай, нам надо это какие-нибудь позывные в игре придумать, проще будет. Чтоб не тыкать, а там орел, это орешка. Шутка. Ну, что-нибудь такое. Ты где там вообще? Да, у меня вся концентрация на прицеливание ушла, пока не могу отвечать. Наблюдаю цель, сейчас буду работать. Давай. Блин, по мне там настреляли уже. Ё-моё, сварка. Так, что-то загорелось. Есть попадание почему-то. Почему-то ты попал. Я выполнил пуск. Есть попадание. Японский магнитофон, у меня гидра. Надо лететь на базу, походу. Че, гидрач подбили? Написано Давай. гидра 1, гидра 2. Все, вы уходи. Уходи. Я тут сам попробую добить. На базу вылетай экстренно. Только смотри, помнишь, да, мои полеты, где я по посадке шел без гидрача? Видел ты, да? Если у тебя гидрач уйдет, знаешь, где у тебя смотреть эти шкалы гидрача? Справа внизу такие у тебя они. А, этот? Ну. Вот, их смотри, если они до самых нулей опустятся, все, значит, можешь даже шасси не пробовать. Придется аварийную посадку делать, как я. Так, что у нас там осталось? Еще стоит. Идти на базу, цель добью, я вернусь. Все, что ты нужно, ты сделал уже, все. Дальше уже надо мне постараться. Хорошая сложность у этой миссии, в этой кампании, я бы сказал. Комфортная такая, ну. Можно и люлей отхватить и победить. Да. Ястреб, я мама Тамара, как слышно? Кто? Кто мама? Мама Тамары? Это в каком-то сериале было советском. Ну, типа там убойная сила или что-то такое. Там в машине переговаривались. Сейчас эту маму Тамары. Все. Что такой живучий?
Все, задачу выполнили. А, по мне работают. Все, я на базу. Хамут на связи, задачи выполнены, возвращаюсь. Хамут у нас позывной был. Короче, давай, Хамут первый, Хамут второй. Вот и все. И кто только первый, кто второй, без разницы вообще. Хомут и подпруга, блин. Не, подожди, Хамут. Хамут. Блин, еще что-нибудь надо. Все, поставленные задачи выполнили. Ну, один самолет потеряли в воздушном бою. Но зато оказали сопротивление противнику в воздухе. И у них самолет сдрейфил, свалил на базу. Короче, разбили мы им 2 колонны снабжения. Все. Могут войска теперь их обувать. Успел шасси выпустить, и гидро заканчивается. Давай, 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 успеваю. Бля, молодец, хорошо отлетал. Не сумел и этих пиздюков обмануть, крылатых. Я вообще 2 раза ранее вернулся еще. не ожидал, что ты прям так с самолетами сможешь прям их обмануть. Вообще поздравляю, это у нас уже второе сегодня успешное боевое задание. Колонну разнесли мы с тобой одну уже. Здесь 2 колонны. 3 колонны мы с тобой уже сегодня победили. Четвертую-то будем бить? В горах. Там посложнее будет. Там уже совсем конкретно натовская колонна. Не, ну она как бы тоже грузинская. Я уже не рулится даже. Я такой наивный, еще пытаюсь затормозить, а у меня только парашют. Гидрочата нету. Парашют используй. Что там, все, приземлился, нормально все у тебя? Да, все, сел. Все отлично. Сейчас я приземляться. 1-0. Сочи. Следуйте курсом 265. Управление 2-5. Направление 7-5-2, 5-2. Посадочный 0-6. Занимайте высоту круга. Сочи. 5. Разрешите посадку. Ты с воды заходил, да? Не, я с леса. Я тоже с лесу буду заходить. Блин, вовремя выключил двигатели. Тормозов-то нет. Решил за стоянку прокатить. Ну ты хоть шасси открыл, а мне обычно не получается это сделать, когда меня гидрач вышибает. Ну ты под зенитку попал. Обычно зенитка так. Да-да-да, зенитка, потому что я, как говорят, пилоты сварку видел. М. Так, я груженый.
У меня это ракеты еще. Я их обратно возвращаю на склад. Так, Алексей, наверное, я сделаю перерыв, потому что я больше не вывезу. В смысле, ты имеешь в виду это все, это вообще, Да. На самолетах точно. ну что, подустал уже? Ну, как-то так, да, тяжеловато. Да, мне еще, блин, я говорю, этот высоко стоит, джойстик. Все пытаюсь это сделать в двигушку, под стол себе сделать, чтобы пониже можно было джойстик поставить. Ну понял, давай тогда на этом закончим наши операции, пока хватит. Да, на вот этой успешной нотке, когда мы все завершили благополучно. О, сел, молодец. Все, миссия выполнена. Ты куда полетел? Все, завершение. Миссия завершилась. Просто я смотрю за тобой, он вроде приземлился, уже останавливаться собрался, смотрю, подлетел куда-то. Поэтому ты что там делаешь? Ладно, нормально сегодня поработали, так сказать, в игре. Пойдем отдыхать. Но по стримам еще не все, чуть позже выйду на связь, только не знаю, наверное, уже в другую игру какую-нибудь. Ну, а с полетами пока все. Ну все, в следующий раз также разминаемся, только уже задание выполняем, в горах колонну уничтожаем. Ну и сирийскую миссию. Все, давай тогда, спасибо за игру тебе. Да, триггеры стоят, тут ребята работают, здесь шилки-мешилки. Ну, короче, все расставлено грамотно. Стараемся, Понравилось. спасибо. Так что, надеюсь, и ты будет желание потом, может, редактор маленько подучишь. Ну, прям, чтобы тоже что-нибудь делать интересное. И все, и будем придумывать какие-нибудь моменты. Хотя бы на сирийской карте. Есть желание? Что-нибудь Да, освоить? желание-то есть, надо время очень много, конечно, этому Не, уделять. много не надо, по часику хотя бы, основные аспекты так. Ну, приходи на стримы по редактору, может, что-нибудь и так поймешь. Ну, Но я опять и же, так если время будет, ну. Так что... Ну, все, всё. давай тогда. Давай, До связи. хороших дел тебе, хорошего вечера, так сказать. Все, до новых встреч. Давай. Давай, пока. Всем пока. Вот и все. Отлетались на сегодня, хватит. Время это приземлиться, да? Пора приземляться. Ладно. Что там у нас? Корабль. Животные из дикой природы. Все, увидимся позже тогда. Не знаю, не буду пока говорить, загадывать, когда. Как только так сразу. Хорошего всем времени.
До новых встреч, пока. Как обычно, улицы ручной, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, 2 грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Между гор и скал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, ну ведомый, не зевай. Эй, внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фабы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как с Аврасова грачи прилетели. Выручаем, с огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает, ну разведка не молчит. Я кручусь и кувыркаюсь, в 100-й раз я зарекаюсь.